Всем привет! Если в ближайшее время в вашей семье планируется праздник или вы просто так хотите испечь торт, я рекомендую вам отойти от классического Наполеона, медовика, воспользоваться разгаром сезона клубники и испечь невероятно нежный клубничный торт фризье. Он состоит из бисквита Женуаз, крема муслин в классической версии, но я его заменю кремом Дипломат и позже объясню почему, швейцарской меренги и свежей клубники, которая будет в качестве начинки. На первый взгляд эти названия могут показаться серьезными, но не переживайте, я уверена, что каждый из вас все это готовил. Поверьте, что этот торт есть, куда усложнить, например, вместо свежей клубники в начинку сделать клубничное компоте, которое необходимо предварительно приготовить. Сверху сделать, например, желе, либо мастику. Но мы с вами приготовим самый простой, но очень вкусный вариант торта фризье. И перед началом приготовления я рекомендую вам хорошенько промыть и просушить клубнику. Вы видите, у меня здесь на фоне клубника для украшения, клубника, которая пойдет в начинку, и на бортике торта фризье. Вообще по классической технологии клубника не моется, потому что во Франции она растет в стерильных условиях, а после мытья клубника отдает лишнюю влагу в торт. Но выбирая между капелькой лишней влаги в торте и пыльной клубникой, я все-таки выбираю ее помыть и хорошенько просушить, поэтому она у меня здесь сушится. А мы приступаем к приготовлению бисквита Женуаз, для которого нам понадобится сахар, яйца, мука и сливочное масло. Вся граммовка в описании под видео. И вначале нам необходимо в пышную пену взбить яйца с сахаром. На это у вас может уйти минут 10. После того, как яйца взбились в пышную пену, отправляем буквально 3 столовые ложки к заранее растопленному сливочному маслу. Перемешиваем и отправляем обратно в дежу и снова перемешиваем. Теперь постепенно просеиваем муку и очень аккуратно ее вмешиваем в тесто. Готовим форму. У меня кольцо диаметром 20 сантиметров, которое необходимо снизу обтянуть фольгой, поставить на противень и вылить в него тесто. Я буду выпекать бисквит в кольце диаметром 20 сантиметров, как я сказала ранее. Если у вас кольца нету, вы можете выпекать в обычной разъемной форме. Главное, застелите дно формы пергаментным листом, для того, чтобы ваш бисквит не пристал, и вы его спокойно достали из формы. Ну и, кстати, также граммовки этого бисквита будет достаточно и для формы 22, 23, 24 сантиметра. Все зависит от вашей формы. Просто бисквит будет чуть тоньше, и, соответственно, ваш торт в итоге также будет немного ниже. Все, отправляем бисквит выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 35 минут. В это время приготовим крем Дипломат. И как я сказала в начале видео, я именно им заменила классический крем муслин. Муслин – это заварной крем плюс сливочное масло взбитое. Но для меня этот крем жирноват, поэтому я решила сливочное масло заменить сливками. И на ровном месте жирность крема снижается на 52%, потому что жирность сливочного масла 82%, жирность сливок 30%. Плюс в крем Дипломат мы добавляем желатин, потому что в муслине форму крема держит сливочное масло, которое застывает в холодильнике. Ну а в креме Дипломат ничего, сливки не держат так форму, поэтому нужно добавить желатин. И вначале давайте уберем сливки в холодильник, потому что нам их потом нужно будет взбить до устойчивых пиков, а сливки взбиваются хорошо холодными, поэтому они нам понадобятся не скоро, убираем в холодильник. И теперь давайте замочим желатин, и пока мы приготовим крем, заварим его, как раз желатин набухнет. Есть. Теперь
В сотейник отправляем 400 мл молока. У меня здесь 500, 100 я оставлю, а 400 доводим до кипения. Есть. И в отдельной тарелке смешиваем все остальные ингредиенты, кроме желатина и сливочного масла. В тарелке перетираем желтки с сахаром. Добавляем оставшиеся 100 мл молока. Затем муку и кукурузный крахмал. Перемешиваем. После чего вливаем закипевшие 400 мл молока и убираем на плиту. Постоянно помешивая, доводим крем до кипения. Как только он закипел, еще оставляем на плите секунд 30, после чего снимаем с плиты. Перекладываем в чистую тарелку, куда добавляем сливочное масло и желатин. Теперь взбиваем массу блендером. Силиконовой лопаткой проверьте, точно ли не осталось непромешанных частиц. И накрываем крем пленкой в контакт. Отправляем крем в холодильник на 2-3 часа на стабилизацию. И туда же я рекомендую вам отправить дижу вместе с венчиком, для того, чтобы она хорошенько охладилась. Потому что потом мы будем взбивать сливки, а сливки хорошо взбиваются холодными, в холодной диже с холодным венчиком. А тем временем бисквит уже приготовился, поэтому достаем его из духовки. Так, вот такой красивый он получился, красивый и высокий. Сразу достаньте его с противня и переставьте на решеточку, для того, чтобы бисквит не пересушивался. И также 2 часа, пока стабилизируется крем, 2 часа остывает бисквит. Прямо в форме, вынимать его пока не надо. И все, встретимся через 2 часа. Прошло 2 часа, и мы можем продолжать готовить наш крем-дипломат. Я достала из холодильника дижу с венчиком охлажденный и холодные сливки. И теперь нам необходимо взбить сливки до устойчивых пиков. Поэтому переливаем их в дижу и начинаем взбивать, начиная с небольших оборотов, заканчивая высокой мощностью. Готово. Видите, у нас устойчивые пики есть. Теперь нам необходимо переложить сливки в тарелочку. Эту дижу отправляем обратно в комбайн, венчик тоже, мыть не надо их. И достаем наш заварной крем из холодильника. Так как крем хорошо стабилизировался, нам нужно его немного взбудоражить и взбить. Поэтому в этой же диже давайте его взобьем. Можно этим же венчиком со сливок, ничего страшного не будет. И немного взбиваем. Теперь объединяем со сливками. И на низких оборотах перемешиваем до однородной консистенции. Крем готов. Смотрите, какой он получился шелковистый и нежный. Все, перекладываем крем в кондитерский мешок. Убираем крем с венчика, после чего перекладываем в кондитерский мешок. Кстати, на этом этапе никакая насадка нам не нужна. Крем-дипломат готов. Теперь давайте приготовим сироп для пропитки бисквита. Нам для этого понадобится сахар, вода и ром, если он у вас есть. Если нету, ничего страшного, сахарного сиропа будет достаточно. Поэтому в сотейник отправляем воду, сахар
и доводим до кипения, до полного растворения сахара. Сироп закипел, теперь добавляем сюда ром и кипятим еще 1 минутку до полного испарения алкоголя. Сироп готов, и теперь давайте вернемся к нашему бисквиту. И вы видите, какой он получился пышный, красивый, большой. И я хочу подытожить несколько правил, благодаря которым у вас точно бисквит получится. Во-первых, изначально нужно хорошо взбить яйца с сахаром. Не переживайте, перевзбить яйца невозможно, белки можно, яйца нет. Поэтому нам изначально их нужно очень хорошо насытить кислородом. Во-вторых, когда вы будете добавлять муку, добавляйте ее постепенно, но не очень медленно, потому что пузыри воздуха будут постепенно лопаться, и пока вы всю муку добавите в ваши яйца с сахаром, то все пузыри уже и полопаются, и масса уменьшится в объеме. Поэтому ту граммовку, которая у нас есть, ту муку поделите буквально на 3 части. В-третьих, обязательно просеивайте муку. Она у меня в тарелке была просеяна, но при добавлении в Дижу комбайна к яйцам я еще раз муку просеяла. Лишний кислород в бисквите уж точно не помешает. В-четвертых, следите за температурой. Я выпекала при 170 градусах, вы можете начинать с 160 градусов, 180 и выше точно не нужно. Бисквит не любит такие большие температуры. Ну и в-пятых, ни в коем случае не открывайте дверцу вашей духовки во время выпекания бисквита, иначе он просто опадет. И, наконец, достаем бисквит из формы только после полного остывания бисквита. Кстати, для экономии вашего времени бисквит можно испечь заранее. Например, с вечера его испечь, он остынет, достать его с формы, потом его обмотать пищевой пленкой и оставить на ночь. За это время он, естественно, полностью остынет, плюс очень равномерно распределится влага. Давайте доставать бисквит из формы. Снимаем фольгу. Острым ножом отсоединяем бисквит от формы по бокам. Теперь срезаем верхний слой, и так как я хочу оставить побольше бисквита, я очень тонко срезаю только корочку. Теперь разрезаем бисквит на 2 части. Если у вас так же, как и у меня, не получается делать это идеально ровно, ничего страшного. Кстати, по классическому рецепту нужно срезать и подпеченные боковые части бисквита, чтобы оставалась только светлая часть, но я этого не делаю. И теперь пропитываем бисквит сиропом. Давайте сразу подготовим начинку. Для ободка торта отрезаем хвостик клубники и разрезаем ее пополам. Для начинки, которая идет вовнутрь, отрезаем хвостик клубники и режем ее дольками. Компоненты для сборки торта готовы: клубника, крем, бисквиты, поэтому можем приступать собирать торт. Собирать я буду в том же кольце, в котором выпекала бисквит, диаметр 20 сантиметров, и обязательно вовнутрь кольца необходимо положить вот такую вот бордюрную либо ацетатную пленку. Благодаря ей мы сможем потом легко снять кольцо, ну и плюс она будет держать наш не совсем еще стабильный крем. Если вдруг у вас нету металлического кольца, ацетатной пленки, вы можете собирать ваш торт в той же разъемной форме, в которой выпекали бисквит. Просто обязательно застелите дно формы пергаментной бумагой и сделайте имитацию бордюрной ленты. Также из пергамента попробуйте вырезать ленты и прилепите их к бортикам вашей формы с помощью сливочного масла, и у вас будет вот такая вот, грубо говоря, бордюрная лента. Все, давайте собирать торт. На дно кладем бисквит и начинаем раскладывать клубнику по краю бисквита с срезом к ленте. Распределяем крем
Ложкой все разравниваем, чтобы между клубникой не было просветов. Теперь заполняем серединку торта. Выкладываем порезанную дольками клубнику, затем крем. Снова клубнику и снова крем. Накрываем второй частью бисквита и сверху снова крем. Торт собран, теперь убираем его в холодильник на стабилизацию минимум на 3 часа, но если вы его делаете вечером, как я, то его можно оставить в холодильнике на ночь и доделать уже завтра утром. Поэтому убираем минимум на 3, максимум на ночь. Прошло 8 часов, и мы можем продолжать готовить торт. И прежде чем его достать из холодильника, давайте приготовим швейцарскую меренгу. Нам для нее нужны белки. Кстати, белки лучше взбиваются комнатной температуры, вы помните, поэтому заранее достаньте из холодильника их. И сахар. И вначале мы все отправляем в тарелку. И тарелку отправляем на паровую баню. И постоянно помешивая, растворяем сахар в белках. Все, весь сахар растворился, вы можете просто вот так потрогать. Если вы не ощущаете крупинок сахара, то значит весь сахар, естественно, растворился. Можем выключать. И теперь достаем тарелку с паровой бани. Обязательно протрите дно, потому что здесь вода, а ни капля воды не должны попасть в вашу дежу, иначе белки не взобьются хорошенько. И еще напоминаю вам, что для того, чтобы хорошенько взбились белки, необходимо, чтобы ваша дежа и венчик абсолютно не были жирными. Поэтому хорошенько их вымойте, если вы взбивали, например, сливки, как я. Переливаем. И теперь начинаем взбивать, начиная с небольшой скорости, доходя до максимальной, до устойчивых пиков. Взбились белки, у меня здесь даже получился такой слегка лениво свисающий хвостик, мне такая консистенция подходит. И теперь давайте переложим наши взбитые белки, меренгу в кондитерский мешок. Я здесь уже подготовила мешок вместе с насадкой. Это обычная круглая насадка, диаметр 13 мм. Вы можете использовать любую насадку, которая вам нравится. Есть, теперь можем достать из холодильника наш торт. И, кстати, не забудьте клубнику для украшения. Клубничка и тортик. Он хорошо у меня стабилизировался. Давайте его украшать. Снимаем кольцо и бордюрную ленту. Отсаживаем сверху по кругу меренгу. И украшаем целой клубникой. Я оставила хвостики, вы можете их убрать, либо вообще красиво порезать клубнику. Тут делайте так, как вам нравится. Вот такой красивый светлый торт получился. Давайте разрезать. Он очень нежный, поэтому аккуратно. Пышный бисквит, нежнейший, не сильно сладкий крем, свежая клубника, сладенькая меренга. Все вкусы и текстуры просто идеально сочетаются. Ну вот, этот невероятный, яркий, красочный торт готов. Вы себе даже не представляете, насколько он нежный. Честно вам скажу, что этот торт не готовится прям на раз-два. Но если вы задумали его приготовить на ваш праздник в это невероятное летнее клубничное время, то воплотите задуманное. Не бойтесь того, что он какой-то сложной техники. Ничего сложного нет. Нужно просто немножечко времени и желания. Перед приготовлением этого торта обязательно еще раз внимательно посмотрите видео. Проверьте всю граммовку. Она, как всегда, в описании под видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно пишите ваши вопросы в комментариях. И до скорых встреч в новых летних рецептах!